Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем путешествие по Ирландии, винокурня Боан. Кто хочет детально про винокурню узнать, посмотрите вот в этом видео. Мы сегодня будем с вами дегустировать очень интересные виски. Я хотел попробовать виски из бочки Марсала, и у меня вдруг так сложилось, что именно винокурня Боан у нас есть бочка Марсала. Чем она так интересна? Это дело в том, что это, во-первых, это итальянское, это Сицилия, это вулкан Этна, это лимоны, лимончелло, это прекрасные воспоминания. Но вернемся к бочке Марсала. Что такое, что это за вино? Это вино уходит корнями в вино перпетуум. Это перевод этого вина — это вечность. Значит, что делалось? Убиралась бочка, наполнялась молодым вином, оно настаивалось, и вот его продавали. Продавали какое-то количество вина, сколько требовалось. И в бочке оставалось еще вино. Она оставалась еще заполнена. Бралось опять молодое вино. И еще раз заполнялось в эту бочку. То есть в бочке постоянно дополнялось вино. То есть бочка, она такая, она игривая должна быть. Она интересная должна быть. И это очень интересно. Теперь возвращаемся к нашему виски. Возвращаемся с Сицилии в Ирландию. И мы возвращаемся к виски. Значит, виски выдерживался в бочках экс-бурбона и марсалы. Бочка экс-бурбон и марсала все первой заливки. Это уже интересно. Значит, как вы знаете, бочка бурбона нам должна дать ваниль, сладость, возможно, какую-то древесность. А бочка марсалы нам даст как раз вот какие-то интересные оттенки. И вот виски очень красивого цвета. И давайте будем пробовать. Значит, что еще хочу сказать. Виски 46 градусов. Свет очень сильно слепит меня, честно вам скажу. Поэтому, итак. Ирландский виски Мозаик. Винокурня Боан. Молодая винокурня. Какой-то восхитительный аромат. Ого, какие французские ножки. Друзья, такие густейшие французские ножки пошли по стенкам бокала. Прям неожиданно аж. Сладко-пряной какой-то аромат. Это самое лучшее описание. Это сладко-пряной аромат. Ну что, пробуем. Мой канал, что хочу и делаю. Винокурня Боан. Это просто восхитительно. Это просто восхитительно. Это я вам ничего пока не говорю. Сейчас второй будет глоток. Но древесно-пряное послевкусие с какими-то абсолютно необычными, даже, ну я бы сказал, в какой-то ромовый оттенок, в такой заходящий. Это очень классное послевкусие, просто поражает. Сейчас секунд 5 подержу во рту и вам расскажу. Густой, пряной, с какой-то ноткой ореха. Очень объемная сладость, но это сладость не хереса. И это, вы знаете, так надоела сладость хереса, я вам честно скажу. Это воодушевляет, это вдохновляет, эта сладость. Это настолько интересно, насколько это возможно. Слушайте, я, наверное, влюбился в бочку Марсала. Я хочу еще обязательно какие-то виски попробовать. Это очень вкусно, друзья. И аромат, и вкус. Послевкусие, какие-то пряные, сладчайшие ноты. Абсолютно не ощущается крепость этого виски. Что забыл еще сказать, что все наши образцы это не фильтрованные, не крашеные, то есть натуральный цвет и не фильтрованные виски.
Очень вкусно, очень вкусно. Еще один глоточек. Пока ты держишь во рту, идет сладость с легким намеком на пряность. Когда ты делаешь глоток, пряность. Я даже не знаю такую кухню, в которой есть это сладкие пряности, понимаете? Это не острые, это не специи, это не это какая-то вот сладко-пряное. Это даже нельзя сказать, что это виски для Нового года, для зимы, для согрева. Нет, я бы даже наоборот сказал, что это виски для жары, но он сладчайший, он интересный, и в то же время он не Педро, ну он не то что Педро Хименес, он даже не хересный. Друзья, просто вот ну, один из самых восхитительных виски, что я пил за последнее время. Станин был восхитительный виски, но Станин, он, вот как они правильно описали, Станин, это датский, это создает Данию, вот оттенок Дании. А вот это вот, такого не ждешь от Ирландии, потому что Ирландия это тоже холодная страна. А здесь ощущение, что Сицилия выпустила свой виски. Это какой-то вот виски для лета. Это летний виски. Я с удовольствием, если у меня будет большая бутылочка, если я смогу купить большую бутылку, я с удовольствием его буду пить летом. Это виски для лета. Итак, друзья, вердикт. Я вам всем советую, действительно, я вам советую Вислер Мозаик. Вот он называется Мозаик. Это такая мозаика на бутылке нарисована на маленькой. Я вам всем действительно советую купить виски Мозаик, который выдерживался в бочках экс-бурбона, в бочках из Марсалы, которая очень интересна. Для тех, кто не пробовал, друзья, я всем советую эту бочку Марсала вот попробовать вот именно виски Вислер. Это очень интересное, очень удивительное знакомство. Мне очень понравилось. Вам тоже очень понравится. В общем, друзья, я совет. И сейчас вот послевкусие пошло. Удивительно, но появилась горечь. Горько-сладкое послевкусие. Вот я много говорил, и вот наконец-то дождались. И длинное послевкусие. Может не супер длительное, но длинное послевкусие. Очень вкусное послевкусие. Друзья, мне понравился виски. Я вам рекомендую. Кто не поставил лайк, поставьте лайк под видео. Кто не подписался, подпишитесь. Оставайтесь с нами. А кто вдруг пробовал этот виски, друзья, напишите ваш комментарий. Понравился, не понравился. Я, честно говоря, я думаю, что вам он понравился. И вы напишите хороший комментарий. До новых встреч, друзья. Оставайтесь с нами.